Армения и Турция на следующей неделе выйдут на новый этап в процессе нормализации отношений. Впервые за последние десятилетия стороны проведут официальную встречу делегаций на армяно-турецкой границе в районе контрольно-пропускного пункта Маргара-Алиджан. Турецкие СМИ сообщают, что делегацию Анкары возглавит специальный представитель по вопросам нормализации Сердар Кылыч, который прибудет в Армению сухопутным путем. С армянской стороны в переговорах примет участие вице-спикер парламента и уполномоченный представитель Еревана Рубен Рубинян. Предстоящие переговоры рассматриваются как практический шаг, способный придать процессу диалога больше предметности. Ожидается обсуждение вопросов, связанных с запуском работы пограничного пропускного пункта, организацией грузовых перевозок, а также реализацией ранее согласованных решений, которые до сих пор оставались лишь на бумаге. Речь идет, в частности, о технических и инфраструктурных мерах, необходимых для постепенного открытия границы, которая остается закрытой с 1993 года по инициативе Турции. Встреча пройдет без обмена официальными приглашениями, что подчеркивает ее рабочий, а не церемониальный характер. Министерство иностранных дел Армении подтвердило, что визит состоится в ближайшие дни, отметив, что это мероприятие является частью общего процесса нормализации, начатого еще в декабре 2021 года. Тогда стороны впервые назначили своих представителей – Рубена Рубиняна от Армении и опытного дипломата, бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С тех пор состоялось несколько раундов контактов, в том числе встречи министров иностранных дел на полях международных форумов, которые позволили достичь ряда промежуточных договоренностей. В их числе запуск с 1 января 2023 года прямых грузовых авиаперевозок между двумя странами. Исторический контекст придает нынешней встрече особое значение. Дипломатические отношения между Арменией и Турцией отсутствуют с 1991 года, а закрытие границы произошло в 1993 году на фоне Карабахского конфликта. В качестве факторов, осложнявших диалог, на протяжении десятилетий выступали также вопросы, связанные с международным признанием геноцида армян, который Анкара категорически отвергает. Несмотря на это, в последние годы лидеры двух стран демонстрировали осторожную готовность к сближению. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Реджеп Тайип Эрдоган провели ряд встреч на международных площадках, включая ООН в Нью-Йорке и Анталийский дипломатический форум, где подтвердили намерение продвигать процесс без предварительных условий. Примечательной деталью является совпадение нынешних переговоров с подписанием соглашения между США, Арменией и Азербайджаном по вопросу Зангезурского коридора. Этот фактор придает переговорам дополнительный политический вес, демонстрируя, что нормализация армяно-турецких отношений все более увязывается с региональными транспортными проектами и интересами внешних игроков, прежде всего Вашингтона. Для Турции восстановление связей с Арменией открывает перспективу усиления своих позиций на Южном Кавказе, а для Армении – возможность выйти из затяжной изоляции и расширить внешнеполитические возможности. Если процесс пойдет по намеченному сценарию, то в перспективе Турция откроет свои дороги для армянских перевозчиков и туристов, что создаст новый формат экономических и гуманитарных связей. Открытие автомобильных дорог через Турцию может иметь серьезное значение для армянской экономики. Сегодня значительная часть грузопотока Армении идет через Грузию, а затем по морю в Европу, что увеличивает транспортные расходы и время доставки. Прямой выход через турецкую территорию позволит армянскому бизнесу использовать более короткие и дешевые маршруты, снизить издержки на логистику и расширить экспортные возможности. Для малого и среднего бизнеса это станет стимулом к росту, а для государства – фактором увеличения бюджетных поступлений. Не менее важен и туристический аспект. Возможность свободного пересечения границы сделает Турцию более доступной для армянских граждан, в том числе в культурном и образовательном плане. Армянская диаспора в Турции также может получить новые каналы взаимодействия с исторической родиной. При этом открытие дорог создаст условия для турецкого бизнеса и туристов, заинтересованных в выходе на армянский рынок, что усилит взаимное экономическое переплетение.
Однако реализация этих перспектив зависит от политической воли сторон и готовности преодолевать накопившиеся противоречия. В Армении сохраняются опасения, что Турция может использовать процесс нормализации в увязке с азербайджанским фактором, продвигая интересы Баку в вопросе Зангезурского коридора. В самой Турции есть политические силы, выступающие против сближения с Ереваном без уступок по чувствительным вопросам. Тем временем вокруг Азербайджана складывается неблагоприятный фон. Санкции ЕС против России без лишнего шума распространились и на азербайджанский нефтеперерабатывающий завод «Стар» в Турции, принадлежащий Сакар и правительству Азербайджана. Брюссель объяснил это переработкой российской нефти, что подпадает под запрет в рамках 18-го пакета санкций, принятого в июле 2025 года. Хотя нефтеперерабатывающие заводы прямо не перечислены в санкционных списках, «Стар» оказался в зоне ограничений, что наносит удар по энергетическим интересам Баку. Параллельно сохраняется напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе. По разным оценкам, Азербайджан незаконно удерживает от 200 до 300 квадратных километров армянской территории, преимущественно в Сюникской области, а также в Тавуше и районе Ерасха к югу от Еревана. Здесь возводятся укрепления, бункеры, дороги и площадки для военной техники, на которые Баку тратит миллиарды долларов. Эти шаги ставят под сомнение искренность заявлений азербайджанских властей о готовности к компромиссам. Трудно поверить, что столь масштабная инфраструктура строится с целью добровольно ее сдать в рамках Вашингтонских деклараций или других мирных инициатив. Таким образом, процесс армяно-турецкой нормализации развивается на фоне обостряющегося энергетического и военного давления вокруг Азербайджана. Если Анкаре и Еревану удастся реализовать планы по открытию дорог и снятию блокады, это может не только изменить расклад сил на Южном Кавказе, но и фактически ограничить пространство для маневра Баку, оказавшегося одновременно под санкционным давлением и в состоянии территориальных споров. Армения в таком случае получает шанс на альтернативные экономические маршруты и новые дипломатические возможности, тогда как Азербайджан рискует столкнуться с постепенной эрозией своих позиций в регионе. Более того, открытие дорог через Турцию способно изменить не только региональный, но и международный баланс. Россия, традиционно использующая закрытость армяно-турецкой границы как рычаг давления на Ереван, может потерять часть своего влияния. Европейский Союз получит новые возможности для включения Армении в свои транспортные и энергетические проекты, а США укрепят свои позиции в качестве гаранта новых договоренностей. В итоге Южный Кавказ может стать ареной более активной конкуренции крупных держав, где Армения, благодаря турецкому направлению, получит шанс впервые за долгое время играть не только оборонительную, но и проактивную роль. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий мира и Закавказья с высококачественной аналитикой от RegNews.